Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, какие вещи категорически нельзя делать в церкви. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что оно достаточно важное для каждого человека. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, поставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому эта информация будет полезна, важна и нужна. Вы знаете, существуют разные традиции, приметы, которые говорят нам о том, что не стоит делать в церкви. Все мы знаем о том, что в церковь мы ходим молиться, просить у Бога помощи, исповедаться, рассказать о своих проблемах и о своих покаяниях. Но существует много разных запретов на то, чего не стоит делать в церкви. И мы просим вас досмотреть это видео до конца и применять это в жизни. Один из которых запретов касается рук. Помните, руки никогда нельзя скрещивать за спиной. Считается, что так люди будут закрыты перед Богом. Их молитвы не будут искренними и светлыми. Поэтому перед тем, как входить в церковь, нужно, чтобы руки ваши были свободны. Их не советуют скрещивать как спереди, так и сзади. Для того, чтобы положительная энергетика посетила человека, следите за своими руками. Конечно же, существуют и другие важные запреты, которые мы рекомендуем придерживаться перед входом в храм или церковь. Мужчинам перед тем, как входить в церковь, советуем снять головной убор. Женщинам, наоборот, при входе в церковь советуем покрывать волосы платком. Потому что в женских волосах много негативной энергии. И чтобы от нее избавиться, нужно покрывать волосы перед иконами и во время молитвы. Перед тем, как зайти в храм, женщина обязательно должна посмотреть на свою одежду. Не советуем в храм надевать мужские брюки, майки, джинсы, шорты. На женщине должна быть юбка или платье не выше колен. Особое внимание, пожалуйста, уделите чистому лицу. Не должно быть какой-то особой косметики или яркой помады. В церкви стоит уделить внимание именно молитве, богослужению, а не заниматься чем-то другим. В некоторых церквях позволяют входить девушки во время критических дней, но здесь на ваше усмотрение. Вы должны понимать, что девушка, которая имеет критические дни, она идет на венчание, крещение или богослужение. Помните о том, что в православных церквях нельзя креститься слева направо. Так делают именно в католических церквях. Перед тем, как заходить в церковь, мы советуем вам отключать мобильные телефоны, потому что во время молитвы человека ничего не должно тревожить. Не советуем в этот момент, во время особенно службы и вообще, когда вы заходите в церковь, громко разговаривать, потому что из-за сильной акустики можно помешать богослужению. Если вы решили прийти в церковь с детьми, мы советуем, чтобы вы поделились с ними правила поведения в храме или в церкви. Если вам нужно перейти в другую часть церкви, советуем это делать аккуратно, не перед алтарем и священником. Желательно так, чтобы никто ничего не заметил. Во время богослужения не советуем ходить и здороваться со всеми знакомыми людьми. К сожалению, многие приходят в храм не для того, чтобы попросить Бога о помощи, познать умиротворение или очищение. Есть люди, которые используют такие места для порчи или для того, чтобы попить чужую энергетику. И, к сожалению, в таком святом месте, как церковь или храм, мы с вами можем столкнуться с ведьмой или энергетическим вампиром. Поэтому всегда перед входом в храм или в церковь дайте милостыню нищим, но при этом скажите следующие слова: «Да не оскудеет рука дающего». На выходе это лучше не делать, так как вместе с деньгами вы отдаете то, о чем приходили, что просили у Господа и святых.
Чтобы распознать недобрых людей, нужно обратить на них обязательно внимание. Стоят в храме, они обычно внутри, и если вы обращали внимание, стоит колдун или ведьма и пытаются скрестить пальцы рук или сами руки, чтобы левая рука лежала на правой руке. В церкви они, как правило, стоят таким образом, чтобы спина была всегда прикрыта от алтаря, выходя медленно и спиной. Некоторые энергетические вампиры обходят человека против часовой стрелки и касаются пальцем. Потом становятся сзади. Знаете для чего? Для того, чтобы высосать вашу энергию. Помните, если такое произошло, то сразу к человеку нужно прикоснуться левой рукой. С помощью свечей ведьмы также проводят определенные ритуалы. Если человек к вам подойдет и скажет: поставь свечу и выходи из церкви задом, значит, пытается этот человек навести порчу. Поэтому важно помнить, в храме можно зажигать свечу от спичек, зажигалки или от лампадки, горящей в центре. Ни в коем случае нельзя поджигать от стоящих рядом. Так можно забрать на себя чужие проблемы. Нельзя разрешать и другим поджигать от своей свечи, иначе люди могут забрать у вас счастье. Свечу за благо сначала нужно потушить, но не задуть, после того, как сгорела большая половина, а уже и потом уходить. Если свеча уже потушена, а потом внезапно задымилась, нужно глянуть под ноги. Там может оказаться проклятая игла. Когда стоит свеча за здравие перед иконой и вы молитесь, другим нельзя переставлять ее. Нельзя допустить, чтобы вашу свечу потушили или не поставили вместо нее другую. Так также пытаются навестить порчу. Бывает, что около церкви может подойти приятная женщина и попросить вас посчитать количество куполов храма. Помните, запомните это раз и навсегда. Этого делать нельзя. Почему? Таким образом у одноглавной православной церкви перебрасывают свое одиночество. А вот у трехглавой, знаете, тревогу перебрасывают, страхи, проблемы с законом. А вот у пятиглавой даже болезни. Друзья, вот такие вот советы, рекомендации мы сегодня вам хотели дать. Для того, чтобы вы знали, что категорически нельзя делать в церкви или в храме. Потому что для многих православных все-таки храм, церковь – это святое место. Но есть люди, которые приходят со своими проблемами и для того знают, что нужно их отдать кому-либо. И стараются провести именно в таком святом месте свои чудеса.